Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. По болтушке. Старый формат. Я, когда выпустил предыдущее видео по поводу того, что там рассказал вам о желании сделать какие-то улучшения по формату, чтобы там как-то это сделать более мобильно, даже голосовалку хотел прикрутить. А потом, когда стал читать ваши комментарии, я понял, что она в принципе-то нафиг не нужна, потому что вы высказались более чем однозначно и понятно. И как часто бывает, не так уж часто, иногда, но все же бывает, когда утки на седьмые сутки, до меня все-таки дошла простая мысль. Во-первых, да, такой формат, как у нас на канале, его практически нигде нет. У него есть как плюсы и минусы. Один из минусов — это его длительность. Поэтому, желая как-то от этого избавиться, я вот и затеял то, что затеял. Но другое я в расчет не взял, что в принципе было бы логично и об этом подумать. Потому что многие из вас расценивают вот эти видео как вечерние сериалы, как что-то душевное, где можно за пивком, за чаем, там, за винцом, за рюмочкой чего-нибудь потяжелее, помощнее, просто посидеть, отдохнуть и поболтать о чем-то. Плюс ко всему, вот в частности по болтушке, многим заменяют даже форум тот же самый. Это то место, куда люди могут прийти со своими вопросами и услышать ответы на эти вопросы, как и от меня, так и от вас в комментариях. То есть, за 15 минут такое не сделаешь. Реально, не получится. И да, несмотря на то, что вот у этих ребят, которые там Кеви Шевис и Ник, по-моему, да? Ник Шейв. Не люблю это сочетание. Вы поняли, о ком я. Гео, у них побольше подписчиков, и публика там другая. И работают люди в другом формате. И слава богу, пускай работают. Я все к тому, что благодаря вам наконец-то в голове все устаканилось. Поползновений, каких-то дерганий по изменению формата, конечно же, делать не буду. А то, что есть, постараюсь держать в определенных рамках. Чтобы не в том смысле, что дали чуваку зеленый свет, он сейчас там и по 1,5 часа будет рядить. Нет, все в пределах разумного, чтобы без лишнего сопляжуйства и вот этого всего. Если с этим разобрались, краткие итоги по предыдущему видео. Шаветка. Вы знаете, когда я ее брал в руки, для меня все было легко и просто. Да, шаветка, да, дорогой инструмент, да, для того, чтобы бриться. А потом, когда побрился, и стал в голове это все обкатывать, то этот простой, казалось бы, вопрос разросся до таких определенных размеров, что не так уж и все просто получилось. И просто и не просто, как все в этой жизни, у каждого есть своя сторона. Так вот, то, что я сегодня скажу, не факт, что разделят многие или некоторые. Но это мое отношение к шаветкам на сегодняшний день, так как я их воспринимаю, так как я их чувствую. Первый, самый главный вопрос. Годный ли это инструмент? Или это что-то такое-то кусучее, такое, заменитель какой-то клинковый? Нет, ребята. Это вполне себе годный инструмент, который способен вас побрить. И нифига это не заменитель клинковый. Клинковая — это клинковая. И шаветка никогда лично для меня не заменит клинковую. Вопрос прост. Там их много, этих ответов, вернее, ответ прост. Много ответов, но самый простой, который просто сразу же просится: в клинковой больше души, больше внутреннего мира, больше грации, больше изящества, шарма, нежели в любой совершенно шаветке для меня. Шаветка, она проще, она элементарней. А клинковая — это клинковая, это целый мир. Итак, шаветки. Да, конечно же, по сравнению с клинковой у них много преимуществ. Одно из них — это универсальность, потому что какое лезвие поставил, такой агрессивности, мягкости или наоборот жесткости у тебя и будет бритье. Техника настолько схожа, что в принципе там об особых каких-то отличиях говорить, наверное, и смысла-то нет никакого. Но есть одна позиция, которая очень сильно проводит демаркационную, вот эту линию, которую вы подумали, а я не могу выговорить, она ее, зараза, и проводит. Это цена. Потому что
Если, например, брать шаветки до 1000 рублей, недорогие, я их воспринимаю спокойно. Нормальный годный инструмент, и каждый человек, который хочет научиться бриться клинковой, или который просто хочет бриться как клинковой, но вот не задорого, да, он вполне себе это может позволить. В этом ценовом диапазоне много всяких шаветок, одна из них седов, обзор на который вы увидели, которые вас сильно-то по карману не ударят и позволят достойно бриться. Но вот если дороже 1000, такая как Дова, например, о которой мы сейчас говорим, или Artist Club, самые недорогие версии, кои начинаются, по-моему, там от 5-7 тысяч, заканчиваются с деревянной ручкой там под 18 косарей. Это что такое? Да, это, конечно же, можно принять как за дорогой, хороший инструмент, которым тоже можно бриться, и это будет ого-го как. Но мне кажется, что все, что выше 1000, 1500 в шаветках, они вторгаются уже не на свою территорию. Потому что если до 1000 Т-образные станки, потому что они тоже для бритья, они как-то могут и не замечать эту шаветку. Ну да, ты там есть, ты там недорогая, ну ладно, хрен с тобой, живи. То свыше 1000, 1500, тут уже в полную силу они входят, потому что это та самая стоимость, но начиная с кои в тэшках предложение очень сильное, очень мощное. Начиная от 1000 и до тех же самых 18-20. Плюс ко всему большое предложение в клинковых, начиная от 2000 и до тех же самых 18. И вот на этой территории шаветкам уже приходится бодаться не только с клинковыми, но и с тэшками, не только с тэшками, но и с клинковыми. Потому что человек резонно будет себе задавать вопрос, а что мне всего этого взять? Допустим, Дова 4000, 3500. Солидное предложение по клинкам. Да, это будут все раритеты, наводилов вряд ли вы за такие деньги найдете, но раритетов вы можете как наших, так и забугорных вполне себе найти изрядно. Artist Club от 5 до 18. Тут я вообще этого не понимаю. Где, как, в каких краях можно найти человека, который, допустим, предпочтет хорошую клинковую за 18 тысяч Artist Club? Я могу себе представить такого человека, вот, например, как Александр, царство ему небесное. Это тот человек, который не стеснен в средствах и которому просто интересно. Вот, а как это будет работать? И вот, да, вот такой человек может взять. Но чтобы сознательно променять хороший инструмент, клинковую, пусть и на хорошую, но шаветку, вот это вот у меня в голове не укладывается. Поэтому на сегодняшний день у меня отношение такое. Все, что до 1500 шаветки, я их воспринимаю спокойно. И отношусь к ним максимально лояльно. Потому что да, на самом деле они бреют великолепно, прекрасно, но все, что выше 1500, для меня это terra incognita, это непонятно. И я просто не пойму тех людей, кто будет покупать вот этот инструмент. Мне будет всегда хотеться задать им вопрос, а для чего ты это взял? Потому что если придет человек и отдаст 5000 за шаветку, ну за 5000 он может хороший клинок взять. В принципе, да. И даже новый за 5000 уже можно взять. У Вячеслава, вот, например, посмотрите. Плюс ко всему, в шаветках есть еще один маленький нюанс, который просто необходимо учитывать, потому что без него никак. Есть те люди, которые при бритье хоть тэшками, хоть шаветками используют ДЕ лезвие. И вот у этих людей при бритье возникают маленькие проблемы. Прямое подтверждение тому это вот Игорь, Нефтеюганск. Каждый раз, когда он брился тэшками, и сейчас, когда он брился, вот последнее видео он свое показал с шаветкой, у него та же самая бельберда, у него вот эти вот точки красные появляются, так на капоте не показывай, на машине не показывай. И он не знает, что с ними делать, потому что он бреется, да, нормально, а эти точки у него все равно лезут, и он на них просто не обращает внимания, потому что это у него только с ДЕ лезвиями. И пофигу, в чем они стоят, в шаветке, в роквеле или еще в каком-то станке, главное, что ты этим лезвием бреешься. Все. Вот у него такая фигня. И это все махом пропадает, это просто исчезает все на корню, как только он в руки берет клинковый. В чем разница? Где отличие? Почему в ДЕ лезвиях так, в клинковой так? Я этого не знаю. Я думаю, что не знает и Игорь. Но после того, как он перешел на клинки, он про эту фигню забыл. Вот такие, брат, дела. Это что касается Падова Золинген. Для меня это непонятный инструмент, хоть и качественно сделанный, но все же непонятный. Я его не понял, потому что брать седов и брать
Молдова. Ну, блин. Непонятно, непонятно. Мыло, Вергули Хенд. По Вергули Хенд интересная там позиция такая проявилась между вот Сергеем Хлебцовым и Денисом Клименко. Дело в том, что тут обозначилось два лагеря. Если, например, Сергей Хлебцов говорит, да я не понимаю эти стики вообще. Если ко мне такой в руки попадает, я его на терочке в баночку умял, и все, для меня это нормальное мыло. И тут же ему вторит Денис Клименко, говорит, а я наоборот. Я, говорит, от стиков балдю, я, говорит, только все последнее время на стиках и сижу. Отсюда следует простой и логичный вывод. Люди все разные, каждый может найти что-то для себя, и отношение к бритвенной теме у всех разное. И слава богу, что в нашем мире есть мыло и стики, потому что каждый из нас может что-то выбрать лично по себе. А что касается конкретно взятого Вергули Хенд стика, мыла, оно мне понравилось. Понравилось, недорогое, великолепное, ну, соотношение цена-качество просто прекрасное. Ну и плюс еще, конечно, огромный багаж традиций. Поэтому, ребята, если вы еще не пробовали, попробуйте. Попробуйте, по деньгам не пропадете, карман вам дырку там не просверлит, зато будет приятная, прикольная штука. Хоть мыло, хоть стик. Зачет, зачет. И Косте с Ганзы еще раз привет за то, что вот год назад на день рождения подогнал мне вот вместе с товарищем такую штуку. Что же до... Ну вот есть один вопрос, который я всегда хотел просветить, и никто мне так и не ответил толком на него, кроме одного человека. Это Эндрю. Андрей с Черкас, Украина. И вот он совсем недавно прислал мне письмо, говорит, слышь, Викторович, а вот мне кажется, что вот я знаю, почему такая фигня. Он не только прислал письмо, он еще и фотографиями мотивировал, и на своем опыте показал, то есть вот этими фотками. Суть вопроса, как он это объясняет. Он говорит, что все волосы на всех помазках могут быть разные, разного качества, разной выделки, разного квалитета. И есть такие помазки, у которых волос не деградирует. Вот он как был плотненький, сбитый, у которого чешуйки так пымс сложены, так вот на протяжении какого-то времени он и остается. А есть те помазки, у которых со временем происходит деградация волосяного покрова, чешуйки на волосе начинают, на ворсе раскрываться, и благодаря тому, что он превращается в вот такой лепесток, там между волосиков начинают появляться пузырьки воздуха. Выдавить этот воздух из помазка непросто. Но все-таки, когда он оттуда уходит, и происходит замещение. То есть воздух постепенно уходит, он мыло жрет, и вот таким макаром, казалось бы, вполне приличный с виду помазок начинает хомячить, вот как вот 1305 Симош, например, и вот происходит то, что происходит. У него есть электронный микроскоп, он все это может посмотреть, но сфотографировать пока нечем. Вот, к сожалению, только те фото, которые он прислал, он и смог показать. Но со временем, говорит, если я смогу, я сфотографирую. Вот так это объясняет Андрей из Черкас. Что вы думаете об этом? С моей точки зрения, кажется вполне логичным. Но, как ни крути, это все-таки за последнее время единственное логичное объяснение тому, что некоторые помазки начинают хомячить. Но другой версии у меня пока нет. И сам голову сильно не грузил, и вы, никто ничего не говорил. Ну вот, пока это вот единственный ответ. Крем Лакситан. Автошейф у меня почему-то в башке другой застрял. Я потом вспомнил, что в качестве автошейфа мы же использовали крем Лакситан КД. Кстати, я в прошлом видео не упомянул, хочу исправить в этом. И ссылочку в описании и в том, и в этом я обязательно оставлю. КД у нас на канале появился благодаря Вячеславу Плаксии, Украина. Это тот человек, да, тот самый человек, который делает великолепные чехлы для клинков, для бритв, и у которого можно спокойно взять пробники в мужской парфюмерии. Так вот, по совету Вячеслава, он в одном из комментариев там написал, говорит, Вадим, а ты попробуй мыло вместе с КД. Поэтому, ты, говорит, очень сильно удивишься. Поэтому я сейчас КД пока не буду никуда, нигде ничего отдавать. Вот следующий будет какой-нибудь случай такой подходящий, чтобы и мыло, и крем использовать вместе. И вот по совету Вячеслава мы обязательно все это и сделаем. Ну а кому интересно сделать чехол для своего любимца, для станка или для клинковой, ссылку Вячеслава, ну или пробники взять, ссылку Вячеслава вы увидите в описании под видео. Ну и крайнее, пожалуй, это... Да все, не осталось ничего крайнего. Я, к сожалению, могу в конце только констатировать, что в жизни все происходит
по кругу, и хоть ты тресни пополам, хоть ты делай 100-500 видео, ты не можешь этого изменить. Люди не меняются, жизнь не меняется, и все происходит так, как происходит. Я вот, например, вот сейчас с сожалением вижу, как 12, 13, 14-летние мальчишки, девчонки за гаражами курят, и очень большое желание подойти и сказать: ребята, бросьте, не надо эту каку, выкиньте, выплюньте, это дерьмо, забудьте. Но я прекрасно понимаю, что они меня не услышат. Не услышат до тех самых пор, пока сами не начнут булькать, отхаркивать всякую белиберду. Но для этого понадобится 10, 15, 20, 30, 40 лет покурить. Только тогда они поймут, о чем я им сейчас говорю. Но это же нереально. Я все это сказал не случайно, потому что с завидной регулярностью ко мне в ВК и на почту приходят сообщения, где: вот, Викторович, благодаря твоим видео, там, трам-тарам, а вот посоветуй тот самый станок, который я сейчас возьму, и мне будет хорошо. Сейчас я знаю ответ. И я могу этому человеку сказать: нет такого станка. Нет, вернее, он есть, но найти его сможешь только ты сам. Нет того станка, который вот сейчас я бы тебе сказал, ты бы его взял, и ты на всю жизнь был бы счастлив. Нету. Я не знаю о тебе ничего, и ты о себе еще ничего не знаешь. Ты это только будешь еще узнавать, тебе это предстоит. А для того, чтобы тебе начать это узнавать, тебе нужно просто взять станок. Любой. Пофигу какой, все равно. Хоть какой-то станок. С одной единственной целью: просто начать узнавать себя. И со временем, когда пройдет определенный промежуток, и ты накопишь определенный багаж, тогда тебе уже можно будет самому себе ответить на вопрос, какой станок тебе больше подходит. Мягкий, средней агрессивности или агрессивный, с какими лезвиями. А сейчас тебе этого никто не скажет. Но люди продолжают не слышать. И сколько бы я ни говорил на эту тему, что возьми хоть какой-то, просто начни, иди вперед, бесполезно. Все это говорю к тому, что в следующем видео будут те самые станки, которые каждый может себе позволить, любой из новичков, потому что они в открытом доступе везде. Они есть на толкучках, на развалах, на блошиных рынках, на горбушках, у старьевщиков, у антиквариатчиков, у всех. Пришел, отдал 200, 300, 400, 500 рублей, и вот тебе нате на лопате этот станок, иди брейся. Но нет, мы ищем и задаем вопросы. И даже мои ответы до людей не доходят. Есть такая сильная подозра, что они думают: а, сука, зажрался, корону на голове отрастил, знает правда, но не колется, не говорит. Пусть так, я все равно буду долбить в точку и говорить: ребята, нет такого станка. Вернее, он есть. Но найти его сможете только вы. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну и за старый формат. Пошли снимать бритье.